Текущей весной Лукашенко решил окончательно установить военную диктатуру в стране. Это подтверждает секретный документ, адресованный министру обороны Хренину, главой МВД Кубраковым, который попал в распоряжение одного из телеграм-каналов. В обращении содержится просьба предоставить почти 4000 военных для борьбы с протестующими. Дескать, солдат нужно привлечь для выполнения указа Лукашенко о государственной системе реагирования на акты терроризма и массовые беспорядки. Больше всего военных требуется для подавления народного сопротивления нелегитимному режиму в Минске. Это более 2500 бойцов, включая силы спецназа. Кроме того, усилить силовую поддержку военными МВД намерено даже в некоторых деревнях. В частности, солдаты нужны для контроля над протестным поселком Боровляны и деревней Копище. Напомним, что текст присяги военнослужащих Беларуси начинается со слов «Торжественно клянусь быть верным своему народу и защищать Конституцию Республики Беларусь». Очевидно, что солдатам, которые согласятся выйти на разгоны мирных акций, придется грубейшим образом нарушить данную каждым из них клятву. Интересно, готовы ли они пойти на такую сделку с собственной совестью и воинской честью? Бывший инженер-механик колхоза имени Калинина, политолог Шпаковский, перебежчик Воскресенский и целая россыпь фанатично преданных незаконному правителю так называемых государственных деятелей возьмутся за написание новой конституции. Полный список персон, который в очередной раз перекроет основной закон под собственные нужды, стал известен сегодня на совещании Лукашенко. Горькая ирония заключается в том, что именно в этот день, 27 лет назад, была принята первая конституция независимой Беларуси. После этого, спустя всего 2 года, Лукашенко объявил о референдуме, который стал для нашей страны судьбоносным. Правки в Конституцию, предложенные свежеиспеченным диктатором, полностью изменили распределение сил между главой государства и парламентом. С того момента президент единолично мог назначать все нижестоящие ветви власти. Плоды этого референдума мы пожинаем по сей день. При этом сам нелегитимный с издевкой отмечает, что первая Конституция стала символом свободной, стабильной и мирной жизни в стране. Интересно, для чего же в нее понадобилось носить столько изменений? К слову о них, по мнению Лукашенко, в основу готовящейся редакции основного закона должна лечь твердая позиция и принципы людей с государственным мышлением. Очевидно, это означает, что в новом тексте Конституции мы уже не увидим статьи о том, что власть в стране принадлежит народу. Ведь диктатор открытым текстом не только объявил белорусам войну, но и вывел своих верных чиновников в отдельную касту, обладающую абсолютными правами. Рабочим Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов предлагают купить лотерейные билеты в счет зарплаты. Соответствующую разнарядку высшее начальство спустило на нижестоящих руководителей отделов. Речь идет о денежно-вещевой лотерее «Приднестровье-1», которую учредил Могилевский облсполком, а также мгновенной лотерее «Твоя удача», инициатором которой является Бобруйский горисполком. Управленцы обязаны провести мониторинг, чтобы установить, сколько билетов необходимо приобрести для тружеников за их же счет. Выглядит происходящее как циничная издевка, ведь зарплаты на ТДА одни из самых низких и нестабильных в городе. Несколько лет назад рабочие даже были вынуждены остановить производство, чтобы им заплатили за их труд. К слову, в тот раз решительные действия помогли заводчанам добиться своего. Деньги им выдали. Сейчас же сотрудники предприятия шутят, что в этот раз, вероятнее всего, зарплаты им придется выиграть в лотерею. После объявления футбольными фанатами бойкота матчей из-за политических репрессий в стране посещаемость турниров чемпионата Беларуси резко упала. Аналитики обнаружили, что по сравнению с предыдущим годом количество зрителей на трибунах сократилось более чем в 2 раза. Самым провальным оказался стартовый матч турнира «Ислыч против Славии», который посетили менее 200 человек. При этом неизвестно, сколько среди них было военнослужащих, отправленных в добровольно-принудительном порядке для массовки. Отметим, что стадион, на котором проходила игра, вмещает более 3000 человек, а вход был свободным. Напомним также, что перед началом футбольного сезона фанаты почти всех клубов высшей лиги заявили о намерении бойкотировать матчи любимых команд. Первыми с такой инициативой выступили фанаты Брестского «Динамо», к которым затем присоединились Нёман, Слуцк, Батэ и представители фанатского движения других крупных клубов. Эти люди не согласны с происходящим в стране и оценивают ситуацию как правовой коллапс, который организовала нелегитимная власть, полностью разрушив институты судов, следствия и прокуратуры. Отказавшись ходить на матчи, фанаты таким образом решили не спонсировать из собственных карманов кубышку диктатора.
Вот уже несколько месяцев жители улицы Ореховская в Витебске пытаются добиться от местных властей ремонта дороги. Но те, как обычно водится в нашей стране, проблему в упор не видят. По словам нашего подписчика, дорога длиной в 2 километра продолжительное время не ремонтировалась, в связи с чем дорожное покрытие пришло в негодность. Во время влажных погодных условий дорога превращается в грязь, что сильно препятствует как передвижению пешком, так и передвижению на автомобиле. Кроме того, на развороте есть яма, и в нее каждый раз угождает общественный транспорт. Жители микрорайона обращались с данной проблемой в местную администрацию, Главное управление ЖКХ, УГАИ, УВД, местную прокуратуру и даже финансовое управление Витебского горисполкома. И все напрасно. Асфальтирование данной улицы в план ремонта на 2021 год не вошло, мол, выявленные дефекты не превышают предельно допустимые нормы. Для асфальтирования нужны большие деньги, а их нету. Видимо, все они ушли на салют к 9 мая и ремонт асфальта Царского села. Там, кстати, живут местные чиновники, и дорога у них идеального качества. Пока провластная группа «Голосы из места» пытается родить из себя новое лизоблюдное творчество, чтобы опозорить нашу страну на Евровидении, истинные музыканты времени зря не теряют. Электронная этногруппа «Шума» представила свою версию песни «От Беларуси на Евровидение». Это древняя белорусская молитва наших предков, где женщина просит богов отвести беду с соседской земли. В создании клипа участвовали украинские видеохудожники, которые таким образом выразили свою солидарность с белорусским народом. В музыкальном ролике представлена драматическая ситуация в Беларуси, где мирное население подвергается жестокому насилию и геноциду. Важно отметить, что вокалистка группы «Руся» вынуждена была покинуть страну из-за страха уголовного преследования. С начала августовских протестов она координировала помощь задержанным. Для желающих насладиться настоящим музыкальным творчеством мы оставим ссылку на клип «Шумы» в описании к этому видео. И на этой музыкальной ноте я прощаюсь с вами. До встречи завтра и живи Беларусь!